Португалия, 1980 год, март. На тот момент еще не легендарному немецкому пилоту Вальтеру Рёллю 33 года. Он уже 3 года выступает за Fiat в WRC и даже побеждает на некоторых этапах. Но после этого ралли изменится все. Гонка с дьяволом через Арганил. Отрезок ралли Португалия в окрестностях Арганила проходит по узкой, шириной чуть больше Хаммера гравийной трассе длиной 42 километра. Слева холм, справа обрыв. Любая ошибка на этой дороге может стать последней. Казалось бы, уже достаточно опасно, чтобы ехать с минимально допустимой скоростью. Но сейчас все станет еще хуже. Рассматриваемый этап проходил в ночь с 7 на 8 марта, что в связке с высотой, по которой проходит дорога, а это в среднем 1400 метров над уровнем моря, в это время суток создает непроглядный туман на протяжении всего заезда. Но и это тоже еще не все. Во время подготовительных заездов машина Рёлля была повреждена, по иронии, при столкновении со служебной машиной своей же команды, ехавшей чинить другой экипаж команды Fiat. Если коротко, идеальная ситуация для Вальтера Рёлля. Для подготовки Рёль совершил нестандартные 2-3 заезда по трассе. Он проехал ее целиком 5 раз, фиксируя в памяти куски, камни или какие-либо угодно другие ориентиры, на которые мог бы опираться при маневрах. Вечером, после тренировочного дня, лежа в кровати с секундомером, Вальтер прогонял перед глазами весь этап ралли, засекая каждый поворот на секундомере. Результат оказался просто поразительным. Время на секундомере разошлось с реальным временем на этапе всего на несколько секунд. Пару слов стоит сказать и о машине Рёля. Это был модифицированный заднеприводный Fiat 131, наследник Fiat 124, который мы все прекрасно знаем как Жигули Копейку. В гражданской версии машины использовался 138-сильный 4-цилиндровый двигатель. В раллийную же инженеры Fiat установили 237-сильный мотор. За период с 1976 по 1981 эта машина принесла Fiat более 20 побед на различных этапах WRC. Ну и, конечно, соперники Рёля. Легендарный Марко Аллен в команде Fiat, но для индивидуального зачета это не имеет значения. Бьорн Вальдегард из Мерседеса, занявший в 2 предыдущих ралли 3-е место, и не менее легендарный Ханну Микола на Ford Escort, который не смог завершить ралли. Так как же Рёль выиграл против легендарных пилотов одно из самых сложных ралли во всем чемпионате? За счет исключительных навыков. Он не водил машину, чтобы впечатлить зрителя, он всегда совершал оптимальные движения при поворотах, всегда знал трассу и всегда знал, что ожидать от машины, что сыграло в Арганиле ключевую роль. Вальтер Рёль закончил этап, обойдя Бьорна Вальдегарда на шокирующие 4 минуты 50 секунд, навечно вписав свое имя в историю ралли. Этот сезон принесет ему первый мировой титул в индивидуальном зачете, а Фиату — Кубок производителей.